Всем привет, с вами Руслан на связи, и сегодня мы затронем важную тему, да, в чем отличие международной защиты от временной защиты в Ирландии. То есть мы будем опираться, да, на эту страну, потому что я сейчас нахожусь здесь, и мы будем рассматривать эти статусы, в чем их отличие, да, в этой прекрасной стране. В принципе, отличия есть по странам, но оно не так серьезно. То есть там, в принципе, 90% всего, чего нужно там выполнить, да, для тех или иных требований, оно одинаково. Больше, конечно, отличие это по международной защите, потому что временная защита, там, в принципе, просто ты приезжаешь, если у тебя есть загранпаспорт биометрический, да, украинский, то, в принципе, тебе уже защиту дадут, да, ну, в 90% случаев. Обратно же есть главное условие, это проживать нужно было на территории Украины до полномасштабного вторжения, да, если ты жил в Европе, то там немножко сложнее, то есть, когда война началась, да, и ты находился в Европе, там немножко сложнее, но все равно ты можешь ее получить, просто сейчас уже на нынешнее, да, время, я записываю этот ролик в сентябре 2024 года, конечно, уже все поменялось, и уже получить временную защиту намного сложнее. Мы поговорим сегодня, да, о Temporary Protection директиве, которая была принята комиссией, да, Евросоюза в 2001 году. Ирландия ратифицировала, да, у себя, да, в 2015 году. И впервые ее, да, этот протокол был активный, да, то есть его запустили в марте 22 года, когда началась война на территории Украины. Продлили его до марта 26 года. Уже на портале, да, на информационном портале Ирландии уже указан 26 год. То есть продлили эту защиту до 26 года. Попрошу каждого распространить это видео, отправить, да, своим близким, родным, потому что сейчас будем обсуждать очень важную тему, потому что все-таки защита потихоньку, да, приходит та дата, когда она закончится, то есть к концу, да, и многие уже думаются о international protection, да, то есть об международной защите. И мы поговорим, да, в чем же отличие, плюсы, минусы, да, более детально потом я про каждую, конечно, еще запишу ролик именно про каждую защиту, да, в чем ее особенности там. Конечно, большой ролик нужно будет записывать про international protection, про международную защиту, потому что там очень много различных, как говорится, моментов. Сейчас мы просто поговорим, да, в общем и целом, в чем их различия. Сейчас мы продолжим, ну а пока попрошу каждого, кому, конечно же, не трудно, ребята, подпишитесь на канал и оформите колокольчик, чтобы не пропускать мои видео, потому что огромное количество людей смотрит мои ролики без подписочки. Для вас это 2 секунды, а для развития канала и для меня в целом это очень большое дело. Кому нравится то, что я делаю, то, пожалуйста, становитесь моим спонсором, нажимайте «Стать спонсором», вы выбираете вид спонсорства, для вас будут отдельные эксклюзивные ролики и закрытый чат. Плюс вот мои социальные сети, кто хочет со мной связаться по рекламе, либо просто кому нужен какой-то совет, либо помощь, пишите, чем смогу, помогу. Спасибо каждому за любое из этих действий. А мы продолжаем разбираться, в чем же отличие временной защиты от международной. Первое, да, мы рассмотрим то, по какой причине дается этот статус, да, временная защита и международная, да, защита. То есть первая, это временная защита, она сделана таким образом, что она активируется на большие массы, да, на большой приток людей сразу, то есть моментально, как был, да, это было сделано 4 марта 2022 года, то есть впервые этот протокол заработал в Евросоюзе по причине того, что в Украине началась война, то есть на Украину напали, да, и люди массово начали уезжать. И этот протокол начинает свою работу, и главное, да, условие, конечно, люди должны понимать, что от слова, да, temporary protection, то есть временная защита, то есть человек, люди приезжают массово, их принимают, да, нет там конкретных стандартов, сколько какая страна должна принять. То есть, в общем, так же самое может быть от какого-то стихийного бедствия, если там в стране, да, серьезно какие-то, не знаю, там произошло, не знаю, там цунами, ураган, еще что-то, какая-то, да, катастрофа, то тоже протокол может быть активен. В нашем случае мы говорим про то, что он был активен из-за войны, которая началась. Главное его недостаток это то, что после того, как он закончится, да, вот временная защита, она закончится, а уже, да, мы знаем, что вот здесь вот указано, я оставлю, конечно, ссылочки на все эти официальные порталы, вы сможете сами все почитать, посмотреть, да, чтобы не думали, я там что-то выдумываю, да, или придумаю. То есть могут продлить до 26 года эту директиву максимум, то есть уже
продлив защиту до марта 26 года, Евросоюз, Еврокомиссия, все уже, она максимальное количество раз, которое возможно было по данному, да, сейчас протоколу, закону, это сделать. То есть потом, если продлить еще больше, там уже нужно новое голосование и изменение именно в самом, да, этом законе Евросоюза. Как мы знаем, Евросоюз сейчас не слишком объединен, да, в общем, там есть страны, которые не слишком поддерживают Украину, и многие говорят, что вряд ли это продление будет. То есть сейчас мы знаем, что временная защита работает до марта 26 года. Каждая страна, конечно же, будет отдельно еще голосовать и продлевать, но по директиве каждая страна Евросоюза обязана уже это сделать. Кто-то уже это сделал. Ирландия это сделает, наверное, после уже Крисмаса, после Нового года, уже в 2025 году, ближе к марту. Они здесь не спешат и все делают рационально. Ну, я скажу, может немножко медленно, но четко. Ирландия делает все, она пытается все довести до идеала, чтобы никого не обидеть и сделать все хорошо. Сейчас, конечно же, другие правила в Ирландии, да, но не забываем, что в 22 году, в 23 году украинцев носили просто на руках здесь, в Ирландии. Им давали все возможности, которые только возможны. Многие украинцы получали больше, чем сами ирландцы. Сейчас уже, конечно, все по-другому, но время идет, и люди должны как-то шевелиться. Если человек не шевелится, то, конечно, он потом остается на обочине истории. Вот в чем главный недостаток, да, я сказал первое, кто может, да, получить этот статус, то есть первое это тот, кто находился на территории Украины, да, когда началась война. То есть, если ты находился в Европе, я же говорю, там немножко по-другому вам нужно статус получить, доказывать и так далее. Ну, обычно вначале его раздавали всем, потом уже с годом, там, первым, да, в первом году всем все давали, все классно, уже в 23-м году уже пожестче, вот уже в 24-м круг сузился, это понятно. Дальше, что же такое международная защита? Здесь, конечно, все по-другому. Если во временной защите эта директива действует всего лишь, да, 3 года, да, по правилам Евросоюза, по закону, и потом у вас нету никаких, да, законных прав оставаться на территории той или иной страны. Только нужно переходить там, если мы говорим про Ирландию, work permit, work skills, то есть, чтобы ваш работодатель вам сделал контракт, и вы остались здесь на официальных условиях, как и раньше это было до войны. Ирландия вообще не входит в Шенген, и в нее было попасть очень сложно. То есть ты не мог как у нас было, да, у нас был безвиз, и вы могли по почти всей Европе кататься 90 дней без визы. То есть ты мог приехать на 90 дней, как обычно все делали, 3 месяца отмантулить на фабрике в Чехии, либо в Польше, это в большинстве случаев, ну или в Германии, и обратно вернуться в Украину, отсидеться и обратно поехать на заработки. Потом ты мог сделать уже визу на больше, да, уже мог там на полгода, на год, потом ВНЖ, ПМЖ и так далее. Там люди уже многие там за 2-3 года они там уже делали себе такую долгоиграющую, да, визу на работу. А с Ирландией было все еще сложнее. Ты не мог приехать сюда на 3 месяца просто так. Ты должен обязан сразу подаваться на визу рабочую, то есть work permit, work skills там и так далее. То есть просто так ты не мог. Ты мог просто, если у тебя есть тут родственники уже с каким-то статусом, приехать там просто к родственникам, да, в гости по какой-то туристической визе. Обратно же ее тоже получить было нелегко. То есть в Ирландию было вообще попасть нелегко. Не забываем, что это остров, да. Тут все сложнее. Что по международной защите? Международная защита, да, она дается по каким, да, то есть это должен быть человек, который покинул свою страну и ищет защиту в другой стране. Просители убежища также называются просителями международной защиты. То есть в прямом смысле человек, когда подается на международную защиту, ему должно что-то угрожать в той стране, с которой он прибыл. То есть он должен это доказать. Международная защита сложна тем, что нужно доказательство. И что не так просто получить этот статус. Раз ожидание, ты получаешь его от 6 месяцев, а бывает даже до года. Там все зависит от того, какие бумаги подтвердились, не подтвердились. Большая семья у вас, маленькая, сам ты приехал, не сам. То есть там куча нюансов, да. Даже Ирландия это маленькая страна, и тут не так много, да, ну, различных служб, да, там, и в этих службах не так много персонала. И все долго, эти бумажки долго все обрабатываются, потому что, я же говорю, каждый кейс, каждый пример
Каждая заявка, она индивидуальна. Если одному дали добро, другому могут не дать его, потому что у кого-то что-то отличается, да, у кого-то есть подтверждение, у кого-то нет. Но если вы, да, в чем отличие, если по временной защите вас попросят уехать, если у вас не будет никаких законных, ну, ничего не будет у вас, да, вы там не вышли на работу, нет у вас никакого контракта, вы не смогли ничего сделать, да, то вас попросят уехать со страны. У вас будет шанс, да, податься, конечно, тоже на международную защиту в той же Ирландии, да, когда закончится временная защита. Обратно же многие говорят, что обсуждается, что для украинцев это сделать какой-то упрощенный, да, принцип, потому что по факту украинцы с этой временной защитой, да, они перепрыгнули очень большой пласт, то есть они перепрыгнули вперед. Если международники, они идут в прямом смысле по схеме, да, приехал, сидишь в лагере, ждешь разрешения, подтверждение, разрешение на работу там только через полгода дают, это минимальное, там PPE, то есть в прямом смысле они живут в таком, знаете, сжатом, очень сжатом статусе. А украинцы с международной, с временной защитой сразу залетели, как говорится, с двух ног. То есть им сразу все дали. То есть зеленый свет был везде. Всего лишь там пару выплат и пару программ не были, ну, им доступны, потому что там, чтобы определенные, да, программы были там, например, там хаб, да, это очень важная программа по жилью, да, вот она недоступна. Но украинцам сейчас доступна ARP, да, а хаб это для ирландцев, тех, кто тоже мало получает, тех, кто не может себе обеспечить, да, то есть им предоставляет помощь в оплате аренды. Вот так вот. Дальше. Ты должен доказать по международной защите, что за тобой там, да, ну, как бы тебе угрожает физически, политически, то есть и вообще ты не можешь находиться, да, нормально проживать в своей стране. То есть у вас есть угроза прямая вашей жизни. Нужно вот это доказать. Например, либо твоя территория, например, как вот сейчас, да, в Украине уже много территорий оккупированных. Понятное дело, что если люди сейчас подаст человек, которого территория оккупирована, либо его город прифронтовой, да, то есть понятное дело, что такому человеку дадут международную защиту, потому что в прямом смысле ему на его территории, если он поедет, да, в оккупированную территорию, ему угрожает что? Правильно, ему угрожает, ну, его жизнь. То есть он может ее там потерять, потому что его взгляды, да, например, он за Украину, а там люди уже с другими флажками и с другой философией, и они могут его не понять и могут реально его посадить в тюрьму, либо ну, расправиться с ним по политическим причинам. То же самое прифронтовой. Это прямой вред может быть здоровью. И именно не то, что здоровью, жизни. Особенно если у тебя семья, дети, то это не обсуждается. И есть другой пример, конечно, если там человек живет, да, в этой же стране, например, мы говорим про Украину, да, и живет там где-то в более безопасной территории, то есть и там не ведутся прямые боевые действия, да, прилетают ракеты, понятное дело, везде опасно, никто не знает, куда прилетит ракета, но никто не знает, когда на тебя упадет балкон, либо когда тебя собьет какая-либо машина, понимаете, к чему я веду? К тому, что в нашем мире все нестабильно, все непонятно, и есть реальная опасность, а есть нет, и поверьте, это будет очень слишком учитываться, когда будет человек подаваться на международную защиту. Там также учитывается, есть ли у вас там жилье, какие финансы. То есть там реально много чего проверяется и выдается уже статус той или иной информации. То есть международную защиту реально сложнее получить. Это не обсуждается. И в чем отличие? В том, что если ты уже получаешь международную защиту, то ты можешь претендовать, прожив 3-5 лет в этой стране, да, ты можешь претендовать на получение гражданства. Ты можешь уже подать заявку. Почему 3-5? Потому что 3 там, если ты такой специалист, там, если не ошибаюсь, больше связано с твоей профессиональной деятельностью. Если ты в натуре там какой-то супер специалист, ты можешь податься, прожив 3 года, если я не ошибаюсь. Если ты просто, да, живешь там, работаешь обычным, там, не знаю, работником, да, работягой, то после 5 лет. Но многие утверждают, что это, конечно, ну, больше такой миф. Все равно там только заявка рассматривается, если не ошибаюсь, от года, может до 2 затянуться именно на получение гражданства. Так что от даты, да, проживания в стране лучше отсчитывать так лет 6. Потом уже подаваться. А в нашем статусе, то есть пока есть наш статус временной защиты, не засчитываются на натурализацию. То есть находясь в Ирландии, многие уже начали работать, подкрывали бизнесы, и пока их статус непонятен. Засчитывается ли это все, как говорится, в натурализацию. Сейчас утверждается, что нет.
Но многие, обратно же, говорят, это слухи и так далее. Да, я думаю, потому что огромное количество украинцев в Ирландии, да, и им должны дать какой-то статус, потому что люди реально, ну, работают, платят налоги, снимают сами жилье, то есть в прямом смысле обеспечивают себя сами. Почему, если они не нагружают, да, систему, не нагружают государство, бюджет, правительство, а делает только плюс, да, то есть развивает экономику, поднимает ее, почему им не дать шанс, да, и не засчитать им эти годы в натурализацию, да, и не дать им разрешение на постоянное место жительства. Я считаю, что это будет нормально и будет справедливо. Обратно же посмотрим, как оно будет. Ну, обратно же 100 тысяч украинцев по щелчку пальцев выселить невозможно. А всего в Европе больше 4 миллионов, там может даже уже и 5 миллионов. То есть вы вдумайтесь, да, как все кричат там, да, вы в 26 году все поедете домой, до дому. Но каким образом? Как вы считаете, что реально возможно даже 4 миллиона по щелчку пальцев вывести? Это что? Ну как? Это невозможно просто априори. Никак невозможно. И, конечно же, правительство всех стран будет думать, как реализовать тот план, чтобы людей оставить. Но мы сейчас, конечно же, не об этом, а о том, что международная защита дает вам сразу право, и каждый день находящийся в той или иной стране, ну сейчас мы говорим Ирландию, да, оно дает вам право уже каждый денек вам засчитываться в натурализацию и считается, вы, как говорится, чем ближе, чем дольше вы живете, тем ближе у вас будет заветный ирландский паспорт. Следующий пункт, который мы рассмотрим, это размещение. В чем отличие, да, тех людей, которые куда размещают международников, да, куда размещают по временной защите. В начале, в 22 году, да, в Ирландии это, конечно, было, ну, реально был рай для украинских беженцев, которые приехали в начале, в 22 году. Это шикарные отели, это питание, то есть это реально, ну, там многие жили в отелях, где их окна выходили там на центр Дублина, кто-то жил там возле океана и так далее. То есть это было, да, неплохо, и сарафанное радио, конечно же, работает хорошо. Тот передал тому, сему, пятому, десятому, и людей стало ехать все больше, больше, мор. Ну и потом, конечно, через год уже этой лакшери жизни начали, конечно, сужаться правила. Я говорю то, что было, да, и сейчас скажу, что есть по временной защите у украинцев. Пока это, как говорится, протокол активирован только для украинцев вообще во всем мире, только могут сейчас подаваться на временную защиту, да, в Евросоюзе, это только украинцы, потому что их сейчас определили как тех, у кого реальная сложная ситуация, да, и которых можно принимать по этому, да, протоколу Евросоюза. В начале, я имею в виду в Ирландии, предоставлялось полностью все, как и в остальных странах Евросоюза. То есть многие давали, ну, вот, полностью все. Человек приехал, просто паспорт показал, загран. И неважно вначале было, просрочено. Нет, принимали вообще по внутреннему паспорту. Детей по свидетельству о рождении и так далее. То есть в прямом смысле просто тыкнул бумажку и пошел дальше. Я имею в виду в аэропорту на контроле, да, на таможне. Все, вообще тебя никто не трогал. И потом уже, конечно, со временем началась эта фишка, прикол сейчас, что в Ирландию вообще, если у тебя загранпаспорт уже старого образца, ты не можешь попасть в Ирландию. То есть даже выехать, я не знаю, возможно или нет. То есть, а многие приехали без паспортов, с просроченными и так далее. Тут куча проблем, которые еще не решены в Ирландии с украинцами. То есть, потому что очень большое количество людей приехало, и многие, я же говорю, приехали просто с документами, которые априори не могут быть, ну, ты не смог бы с ними приехать, вообще за пределы Украины, да, выехать. То есть, вот прикиньте, просто с обычным паспортом, да, не загранпаспортом, не биометрическим, просто с нашей обычной книжечкой, да, люди просто выезжали в Европу, приезжали в Ирландию без проблем, никто их не трогал, никто не спрашивал. Как вы знаете, в обычном паспорте даже нету, да, ну, на английском даже не написано ваше имя, фамилия, просто на украинской мове и все. То есть к тому, что пускали всех. Размещение было отличное, никаких не было притязаний, ты мог уезжать, приезжать, то есть этим занимался, да, вначале занимался ЮКТАД, но потом уже вначале расселяли даже IPAS. IPAS это те, кто расселяет международную защиту, то есть International Protection. А сейчас занимается уже украинцами по размещению именно это ЮКТАД.
по нынешним, да, реалиям, то есть на 24 год, на сентябрь, вас, если вы приезжаете, вас размещают в табор, лагерь, да, на 90 дней предоставляют вам государство бесплатное жилье. И это вначале может быть, да, лагерь, а потом вас могут отвезти в какой-то там хостел, либо отель. Отели сейчас и хостелы, конечно, массово они не продлевают там уже контракты, да, и вообще, если вы уже проживаете там, то вы получаете всего лишь 38 евро. Это к чему? Это к тому, что уже потихоньку временную защиту уравнивают с международной. Сейчас мы до международного размещения мы доберемся, и вы поймете, как они уже похожи, как они переплетаются. То есть, если вы сейчас приезжаете, вас селят в лагерь, неважно, с лагеря могут отвезти там даже в этот, как его, в эти модульные домики. Но там уже в модульных домах тоже вам дадут его на 90 дней, и вы там будете в прямом смысле получать тоже 38 евро. То есть есть, конечно, модульные домики, где там полная оплата. И есть там отличия, я не буду сейчас всего это рассказывать, но факт того, что уже просто так получать полную, да, полную ставку по джобсикеру, то есть это выплата, которая выплачивается взрослому 232 евро в неделю, да, вы можете получать, если вы живете по ARP, это у ирландца, да, в гостях, и ему государство платит 800 евро в месяц за вас, за ваше там пребывание. Обратно уже у этой прекрасной, чудесной программы есть уже конечная точка, это 31 марта 2025 года. Ну, говорят, что, возможно, ее продлят в каком-то, да, может, ну, чуть-чуть ее сузят, да, там немножко, можно сказать, там, типа, чтобы тот живет, кто работает, будет за себя сам платить, либо половину. То есть, что-то делать по-любому, потому что многие возмущены. Почему? Потому что международники, они тоже возмущены, потому что им такое не предоставляется. Сами ирландцы говорят, нам, ну, у них есть хаб, да, но все равно, то есть многие не понимают, почему такие привилегии. Ну, все отталкиваются на то, что это же временно. То есть временно, и в 26 году уже 100% это так работать не будет, да, кто смог как-то себя зарекомендовать и остаться, тот останется и будет уже пользоваться теми привилегиями, которые есть, да, у ирландцев, эти хабы, рент-суплементы и там остальные, да, программы, которые доступны именно по жилью. То есть вот так вот, получается, приехал, у тебя есть табор, лагерь, либо в лучшем случае там хостел, либо что-то там переделанный, какой-то монастырь и так далее, там, либо дом престарелых. Ты живешь там, тебя полностью кормят, полный пансион, то есть тебя полностью обеспечивают государство, все за тебя делает, то есть у вас там будет медицина, будет все, все, что вы хотите, все. Конечно же, как добираться там до садиков, до школы и так далее, это второе, я не знаю, как это все происходит, но что есть, то есть. Дальше, что у нас по международной защите? По международной защите у нас чуть другое, у нас занимается IPAS, специальная служба, да, которая занимается именно International Protection, то есть она занимается по размещению. Это обычно лагерь, то есть это сразу лагеря. То есть, ну, лагерь даже имеется, это просто там вот переделанный там, да, например, дом престарелых. Это тоже считается лагерь, то есть потому что ты там находишься, у вас там очень много людей, то есть это как бы такая коммуналка, да. Либо лагерь где-то там палаточный, модульный, то есть может быть разный лагерь для международников. То есть, как вы знаете, много уже протестов было, например, там хотят в каком-то городе, да, забрать там какое-то старое там здание, не знаю, старый спортзал, либо это, то есть переделать его под беженцев, международников, да, выходят люди, говорят, мы не хотим, потому что там говорят, что будет много, да, там этих, как его, одиночек, мужчин-одиночек. За мужчин-одиночек вообще очень сложно. Вас вообще могут не поселить. Если вы просите международную защиту, вас могут в прямом смысле вам отказать в размещении. И вы ждать свой статус будете на улице. Максимум дают палатку и спальный мешок. Во временной защите такого нету. К украинцам, конечно, до сих пор их еще гладят по головке, носят на ручках, и как бы это не сравнится с тем, что получают международники. Но потихоньку, да, все идет все-таки к уравниловке, потому что защита просто уже подходит к концу, и уже многие страны понимают, что нужно немножко намекать людям, что это не будет длиться вечно, и вы должны как бы либо шевелиться, либо уезжать. То есть, ну, как бы, чтобы люди понимали, что это не будет долгосрочная, да, игра
играть эта музыка, когда-то эта кассета закончится. И что мы имеем? То есть это таборы, это люди получают direct provision, да, то есть это что такое? Это тоже полный пансион, вас там кормят, то есть международников сейчас уже стали, то есть они получают в неделю тоже 38, как видите. Теперь украинцы тоже, если они живут за счет государства, то есть в жилье от государства, они получают 38. Видите уже параллель? Международники 38, и тоже у них полный пансион. Что такое полный пансион? Это когда у вас трехразовое питание, вас кормят там, нужна подушка, на, держи подушку там, спальный мешок, гигиена, там шампунька, туда-сюда, могут там что-то бесплатно завозить. Так тебе дают 38 евро на какие-то мелкие расходы. На ребенка 28 евро, то есть там еще с копейками. Это в неделю. Вот уже первое, как видите, да, пересечение того, что временную защиту потихоньку она скатывается, да, в международную защиту. Может потом после этого, конечно, все зачтут, да, скажут, кто сколько находился, и уже будет тоже это считаться, я имею в виду про временную защиту. Но пока есть таких протоколов и такой информации нету. Следующий момент, можно, да, ли покидать страну. Смотрите, если у вас международная защита, то, конечно же, нет, вы не имеете права покидать страну. Ну, в моем, да, примере это Ирландия. Вы не имеете права вернуться в ту страну, с которой вы приехали. То есть, если вы указали, что вам там могут навредить, да, у вас там есть, в прямом смысле вас могут преследовать, да, и в вашей жизни грозит опасность, то как вы можете вернуться в ту страну, да? Никак, априори. То есть в прямом смысле у международников есть ограничения по выезду. Если не ошибаюсь, там от 6 месяцев до года вы вообще не можете выезжать за пределы Ирландии. Имею в виду, вас забирает паспорт ваш, который у вас был при себе, да, и вы не можете выезжать. Потом, конечно же, у вас будет разрешение, вы можете там путешествовать, но обратно же в страну, в ту, из которой вы приехали, да, и указали, что вам грозит опасность, вы не можете возвращаться, потому что это какой-то парадокс, да, и если увидят, что вы туда ездили, то ничего хорошего вам не сулит, и у вас могут в прямом смысле забрать этот статус. То есть в прямом смысле это дорога в один конец. То есть вы либо сюда приезжаете, здесь остаетесь, то есть терпите, ждете, получаете все документы, все статусы, и потом уже спокойно живете, да, но при этом домой не можете вернуться. То есть нельзя, как говорится, на двух стульях усидеть. Temporary protection, временная защита, здесь немножко все по-другому. Здесь вы можете выезжать, уезжать, обратно же в начале все катались как хотели просто. Есть у меня знакомые, которые поменяли по 4-5 стран временной защите. Просто катались по Европе, кто в Канаду уже успел слетать и вернуться, то есть реально. Но это был 22 год, да, начало 23-го там еще, да. Потом уже начали, конечно, все усложнять для таких людей, для таких экономических прыгунов, да, я это не поддерживаю, сразу говорю, неважно, что я тоже украинец, но я не поддерживаю тех людей, которые пытаются, как говорится, обмануть, да, или наебаты систему. Это не нужно, это не красит, и уже европейцы не очень хорошо смотрят, да, если узнают, что ты с Украины. Сразу у них такое уже предвзятое к тебе отношение, хотя они не знают о тебе ничего, да, что ты работаешь, там платишь налоги, снимаешь сам жилье и вообще никогда не пользовался всеми преимуществами, да, вот этой вот халявы. Я говорю, в общем целом за свою семью. Мы с первых дней снимаем жилье и живем за свой счет. Мы путешествуем, отдыхаем, тратим свои заработанные деньги, не трогая, ни у кого не беря ничего. То есть я про вот это. И ты, если им не скажешь, да, эту всю свою историю, то они априори на тебя смотрят уже с-под лоба и понимают, о, пришел здесь халявщик, понимаете, не хочется, чтобы обобщали всех, просто вот это вот не слишком приятно. И получается, что если ты по временной защите, ты раньше мог кататься. Сейчас, если ты живешь в жилье обратно же от государства, то ты можешь выезжать всего лишь на сутки, не ночуй, да? Ты должен взять разрешение у ЮКТАТа. Если они эту заявку одобрят, то, пожалуйста, езжай. Как практика гласит, то это либо смерть, да, родственников, либо серьезные проблемы со здоровьем. Ну, серьезно, там, операция и так далее. Если тут ты не можешь это получить, это лечение, да, либо очень большая очередь, да, тогда тебя могут отпустить. Обратно же, там, 2 недели максимум и так далее. А так тебе потом это жилье, эту комнату, либо это жилье передадут другому, нуждающемуся, потому что, ну, так это работает. Раньше ты мог кататься, уезжать, никто ничего
никого не трогал, никто никого не выселял, но потом протоколы менялись, как вы понимаете. Временная защита — это такая система, она, да, принуждает стран принимать беженцев, выдавать им статус, там то, сё, пятое, десятое, но потом там же написано, что каждая страна сама решает, какое количество выплат, на какое количество давать жилье. Она должна предоставить жилье, да, но на какой срок там не указано. То есть кто-то может дать на месяц, кто-то на год, а кто-то, как Ирландия, на 3 месяца. То есть единого стандарта нету именно по странам, понимаете? Там это не прописано. Каждая страна сама решает стандарт, какой добавить и какой убрать, понимаете? Что дать, а что забрать. Она сама решает. И не нужно там сравнивать. А там вот так вот, там вот так вот. Вот именно всех пустили от чего? От бомб, это главное, от ракет, от звук сирены, понимаете? От вот этого всего вас спасли. Неважно, это Польша, Ирландия, Италия, либо Испания. Все эти страны, что я назвал, там везде разные выплаты, разные статусы и разные плюшки, да, то есть в прямом смысле все, оно, нет единого протокола. Главный протокол — это пустить человека, спасти ему жизнь, он что он убегает от войны. Вот это вот временная защита. Сейчас кататься сложнее. Могут кататься сейчас те, кто сам снимает жилье. Ну, обычно тот, кто снимает сам жилье, да, это тот человек, который работает. Ясно дело, там отпуск он может взять максимум там 2-3 недели. Ну вот, пожалуйста, езжай, если у тебя все оплачено, езжай, пожалуйста, без проблем. То есть мы ездили, да, уже 3 раза отдыхать, 2 раза на Гран-Канарию, 1 раз в Египет. То есть в прямом смысле. Ну еще в Польшу ездили паспорт делать. То есть в прямом смысле мы выезжали, никаких вопросов, никаких проблем, никто ничего не задавал. Показал листик, паспорт, прошел. Тем, кто живет, даже обратно повторяю, в государственном размещении, у них проблемы. Больше суток без разрешения нельзя. Тем, кто по АРП, они обязаны быть, хотя бы один человек из размещения обязан быть в последние дни месяца, потому что там выплаты в последние дни. И такой закон, такие правила, что кто-то должен находиться, кто должен проживать. То есть просто так тоже уехать, и чтобы человеку платили бабки просто за воздух, который находится в апартментах, либо в его, да, доме, это тоже не канает. Ну, то есть все равно АРП это легче, это проще, это все-таки можно выехать там в начале месяца, да, подыграть и поехать там тоже на неделю, на 2 легко. Многие, да, те, кто работает, например, у них сразу есть с проживанием работа. Это многие в отелях такая у них система, там, кто живет в таком, ну, работает в этом бизнесе, знает, что там предоставляют часто жилье, там какие-то комнатушки, да, общаги и так далее, есть у них специальные. И вот люди тоже собирают себе дни холода и ездят без проблем, потому что они не привязаны ни к чему, жилье у них свое, зарплату получают, налоги платят, все хорошо. То есть по отсутствию тоже вы понимаете. То есть временная защита раньше, в начале пути, она выигрывала. Сейчас в Ирландии, конечно, с этим сложнее. Как обстоят дела в других странах, я не знаю. Знаешь, уже некоторые страны вообще хотят ввести такое, что если ты выехал в прямом смысле, значит все, защита забирается. Значит ты вернулся, значит все нормально, значит ты в безопасности. То есть в прямом смысле это тоже немножко хотят они подбить, да, еще одну планку под международников. Чтобы, если уехал, значит там безопасно, куда ты поехал. Все, если ты вернулся в Украину, значит там безопасно. Неважно с какой ты области, неважно, ты уехал. Зачем? Если нет причины такой, ну, вот, типа там смерть родственников, здоровье, да, вот эти самые главные причины, да, которые могут обосновать ваше отсутствие. Уехал, все. Нет, если ты поехал в Париж, там, или там, не знаю, в Италию, там, либо на море отдохнуть, это другой вопрос. Но если ты поехал именно в Украину, да, то, ну, извини, значит, там безопасно. И я считаю, это тоже правильным, потому что кататься, прыгать, немножко это тоже, ну, европейцев разлагает. Они начинают думать, ну, где же там война, если все катаются. Некоторые, обратно же, люди, которых я знаю, там, ну, такие, да, знакомые тут, они в прямом смысле работают вот так вот по 2-3 месяца, и потом, оп, на 2-3 недельки уезжают в Украину. Оп, обратно отработали, поехали. То есть, ну, это в прямом смысле как без виз у нас был, да, то есть это называется уже экономические, ну, беженцы, экономические туристы. Это называют так. Моя жена лично сказала, в Украину ни ногой, то есть неважно, куда там, то есть ни на какую территорию Украины мы не собираемся возвращаться, если будут боевые действия.
То есть потому что это небезопасно, и мы туда не едем, хотя у нас есть родственники, у меня там родной брат, да, у моей жены там, ее мама, мои родственники, родители и так далее. То есть есть кому ехать, да, но мы не, и таким не занимаемся. И к нам никто не приезжал, и мы никому не приезжали, то есть и вот уже третий год мы родственников никаких не видели. То есть потому что там небезопасно. Не просто так ракеты попадают, и люди погибают. То есть, и вот в международной защите, видите, тут прям указано, что если ты возвращаешься, ну, значит, все, значит, там безопасно, значит, мы у тебя забираем статус. И вот уже многие страны об этом говорят. Я думаю, это тоже под конец защиты временное примут, что уехал, все, значит, там безопасно. Мы дали тебе временную защиту от чего? От небезопасности. А ты туда едешь, потом обратно возвращаешься. Обратно едешь, возвращайся. Ну как это? Значит, там все в порядке. Зачем тебе эта защита? Зачем тебе это надо? Зачем тебе это Ирландия? Оставайся у себя там дома, все нормально и живи. Правильно? Справедливо? Я считаю, да. У кого какие права, да, в этих статусах? Смотрите, международная защита, там вы можете даже податься, да, ну, на разрешение на работу, начать вообще что-то искать после 5-6 месяцев. То есть это минимальное вообще количество времени. Ну, в Ирландии, я думаю, это пишется так, ориентировочно. А там, я думаю, 6-7, а то и больше, может, месяцев это разрешение, да, вам даваться. То есть это разрешение, это PPS номер, который вам должны выдать. Без PPS номера, это как у нас идентификационный номер, вы ничего не можете делать. То есть медицина там, это у вас там в лагере будет у вас. То есть в прямом смысле международная защита, ты в пузыре находишься. Ты находишься в пузыре, и все, что связано с какими-то выплатами, то есть медициной прямой там, да, вот медициной, чтобы ты там, у тебя был medical card был, ты мог там пойти к специалисту. То есть ты этого сделать пока не можешь в международной защите, пока тебе этот статус не подтвердят, это первое. А если даже и подтвердили, то работу же вы уже можете работать, да, там PPS могут выдать, но все остальное у вас доступа нету к этому. И даже кажется, PPS, ну найти работу без статуса, знаете, как сложно. Ты приходишь, говоришь, я международник, у меня еще нет подтверждения. Вас мало кто возьмет, зачем ему это Марокко? А вдруг вы потом вам не одобрят эту международную защиту, и вы будете просто, получаться, как нелегал уже. То есть связываться без всех разрешений с вами не будут. То есть вы в прямом смысле, международники находятся в пузыре. И им очень сложно здесь, потому что они ходят по улицам без какого-либо статуса. Куда-то им, ну, как говорится, где-то залететь, где-то неправильно дорогу перейти. Все, это может сразу положить крест на получении того или иного статуса. Есть там статус там вот этой международной защиты, есть еще какой-то недолговременная, краткосрочная защита. Там есть свои нюансы, мы потом их разберем. Я говорю в общем. То есть права у международников, пока они не получат статус, они находятся в пузыре, в оболочке, все, они ходят на цыпочках. И что же дает временная защита, да, то есть temporary protection? Это свобода, это сразу доступ к бирже труда, да, то есть сразу PPS, сразу можете работать. PPS нам выдали вообще, мы в пятницу приехали, подались, и в понедельник уже приехали, забрали. В прямом смысле, если считать рабочие дни, 2 дня, да, рабочих, вот так вот. Сейчас, говорят, выдают, нужно подождать 5 дней, неделю. У кого как, все зависит от каунти и от нагруженности интрео, да. То есть в прямом смысле это просто наш идентификационный код. То есть по нему отслеживается все. К нему привязаны все ваши данные, все полностью. То есть вбивая его, в любой организации видят, кто ты, что ты и как ты. То есть это такое, ну, главная вещь, которую нужно получить, если вы хотите здесь легализоваться, да, и найти работу. Дальше. Доступ полностью к медицине. Вначале выдавали всем медицинские карты, да и сейчас выдают всем. Потом уже, когда продлевать, многих просят там предоставить документы, там, пейслипы, то есть смотрят уже по доходу. Если доход большой, ну, тогда все, извините, вам не нужны медицинские карты, потому что вы можете сами оплатить их. Все. Дальше. Доступ ко всем почти бенефитам, вообще всем возможным выплатам. Если международники, они ни на что не могут претендовать, кроме вот этого полного пансиона и 38 евро в неделю, то украинцы, извините меня, в начале, да и сейчас, пенсия без проблем, если вам больше 66 лет.
disability allowance, то есть инвалидность. Подтверждаете документы, отправляете, если диагноз подтверждается, получаете. Инвалидность по слепоте и по всем остальным. То есть рабочая семья, job seeker, то есть ищущий работу. То есть реально там большую часть всех выплат, 90% позволено. Студенческие все приколы, то есть там специальные, да, эти, ну, обучение там бесплатное и стипендии вы можете подаваться. Ну, стипендии это есть, да, типа там обучение там выдается. То есть реально, ну, украинцы могли подаваться на все, что возможно. На все вот эти программы по возвращению на работу, то есть там, где можно грант получить, вы подаетесь своим бизнес-планом, получить грант от государства и выплаты. То есть все было, и сейчас оно доступно, если вы сейчас снимаете сами жилье, либо живете по ARP, это все вам доступно. Недоступно это только для тех, кто живет в жилье от государства, то есть в полном пансионе. И этот пансион, конечно, будет расширяться с каждым месяцем, с каждой неделей какой-то отель прекращает контракт, его не продлевает, то есть и немножко все сужается. Конечно же, и многие отели уже даже если будут контракт они будут продлевать, то они будут уже его продлевать по новым условиям. То есть старые условия уходят, приходят новые. И тут уже тебе нужно выбирать. То есть живешь ты только 90 дней в нем и уже думаешь, что тебе делать. Искать, переезжать и так далее. То есть, как вы видите, да, это возможности у временной защиты, это все. Все, что может дать Ирландия, это доступно. У международников это просто ты в пузыре, ты просто в какой-то оболочке и ты ждешь своего часа. То есть колоссальное просто различие и просто украинцам дали такие огромные возможности. Ирландии огромное спасибо. Она и сейчас предоставляет огромные возможности. И кто захотел, кто хочет, поверьте, он ними воспользуется и будет здесь жить припеваючи. Последнее, да, это где и кто может подаваться, в смысле, находясь в Ирландии, да, для украинцев это, конечно же, City West, да, это главный такой хаб, да, где там выдают, да, временную защиту. То есть также ее могут выдать вам в Корке или Мерике, да. Обратно же, если вы не претендуете на государственное размещение. То есть вы там приехали и вы знаете, там нашли себе уже сразу жилье, либо там, не знаю, там куда-то вас подселят, да. То есть вы там можете тоже получить. Но обычно все едут в City West, и вся движуха по временной защите, да, начинается там. А международники, они в Дублине все получают, приходят там все, конечно, процесс очень сложный, там интервью вы проходите, куча документов, куча всего, то есть временная защита, она получается реально там, предоставит только, вам нужно свой биометрический украинский паспорт и подтверждение того, что вы находились на территории Украины, когда началась война. То есть вы должны были проживать на территории Украины. Это может быть выписки с банков, оплата ЖКХ, то есть какие-то официальные справки и так далее. То есть все мы оплачиваем карты, снимаем даже наличные. Все это есть в онлайн-банкинге, приватбанк, монобанк и так далее без проблем. То есть если у вас это есть, то поверьте, 99%, да, наверное, все 100, что вас пустят в Ирландию и выдадут вам временную защиту. С международной защитой намного все сложнее. Там просто, ну, переводчик, вы там сидите час либо полтора, интервью, все расспросы, куча бумаг. Просто я видел, ну, один человек рассказывал, как это все происходило, да, это, конечно, там 7 кругов ада, то есть, и в прямом смысле, самый прикол, если ты одинокий мужик, по международной защите вас могут реально на улицу. То есть это очень частая практика, когда нет размещения, все, тебе говорят, жди на улице своего часа. По временной защите таких примеров не было. Есть люди, которых уже повыселяли, но за залеты, за нарушение правил общих, да, проживания и так далее. Какое-то воровство, криминал, алкоголь, наркотики, какие-то драки и так далее. И все, да, человека говорят, ну извини, у тебя PPS иди, ну иди найди работу тогда, как-то суетись как-то. Ну, многие выбирают палатку, улицу, и уже куча украинцев тоже, как говорится, покоряют ночную жизнь Дублина и остальных городов Ирландии. Это плохо, да, пополняет список бомжей, так называемых. Это очень ужасно, когда это происходит. А уже их немало, кстати, и немало тех людей, которые тут уже и с криминалом, да, связаны, и которые осуждены, я говорю про украинцев.
То есть, потому что я делаю акцент больше на украинцев, потому что я сам украинец, да, и я обсуждаю эту тему. Но большинство людей нормальных, честных, которые живут по законам и которые пытаются все-таки тут как-то интегрироваться. Есть люди, которые просто говорят, да, ну, я тут временно, я не парюсь, поживу, потом уеду, все. То есть есть такие, есть, которые думают, каждый день вычитывают, что-то смотрят, как там ипотека, то все, то есть, ну, реально, работа, найти лучше, выучить язык. Вот так вот. Ну и последнее, да, международники, обратно же, вот, пожалуйста, кто хочет подаваться, вот все официальные имейлы, да, телефон, адрес, я оставлю ссылочку, да, в описании. Пожалуйста, обращайтесь. Если вы зададите мне вопрос, что я буду, да, что моя семья будет делать, мы будем, конечно, ждать, что скажут, ну, что скажут до марта 2025 года, потому что должны что-то придумать. Там останется всего лишь год. Нужно заблаговременно людей подготовить, да, и сказать, что будет такой-то, такой-то протокол для, ну, украинцев, да, чтобы остаться в Ирландии, ну и также в любой другой стране Евросоюза. То есть, потому что, ну, большое количество людей, нужно заблаговременно все сказать. Сказать там, сделайте то-то, то-то, кто будет вот так у него будет, да, там работа, свое жилье и так далее. Вы можете подаваться там на продление карточки ARP, и мы вам продлим там, не знаю, там на 3 года, да. То есть вы можете за этот период попытаться как-то легализировать, или даже на год, да. То есть я имею в виду после 26 года, после марта. То есть либо что-то другое, либо эти годы все войдут в натурализацию, да. Но если они входят в натурализацию, то по факту, если человек прожил 3 года, то его уже выгнать со страны не могут. Это по законам Ирландии, если что. То есть много есть, понимаете, диссонанса в этой временной защите. То есть ты по факту уже живешь в этой территории, но по факту и не живешь. Тебе пока ведь ничего не засчитывается. И в этом он плох. Понимаете? То есть, в принципе, кто просто нужно как сделать? Кто хочет, пусть остается. Кто не хочет, просто щелчок пальцев, все привилегии забираются. И остаются те люди, которые работают, да, которые сами тут открыли бизнес и так далее. То есть, если человек не интегрировался, ну все, просто забираешь у него, и он сам уедет. Да, все, да даже скажите, что вот там, не знаю, 3 года этих засчитываются, да, ну а толку ты для страны ничего не сделал. Там же, чтобы податься на гражданство, нужна целая куча бумаг, там билы, баллы и так далее, там целый мир. Там податься на гражданство, это не значит, что тебе его одобрят. То есть там целая куча нюансов и проблем. Ты должен тут быть на хорошем счету. Если ты где-то что-то где-то проморгал, то поверьте, вам откажут. И все. И вы останетесь у разбитого корыта. Всем желаю добра, позитива, хорошего настроения и мирного неба. Главное, живите, а не проживайте. И, конечно же, старайтесь интегрироваться, не сидите на попе ровно, потому что жизнь одна. Но если, конечно, у вас в голове вернуться в Украину, и у вас нету никаких, да, мыслей о том, чтобы остаться в Европе, ну, в моем случае в Ирландии, то, конечно, живите, кайфуйте и досиживайте свою временную защиту, да, на прекрасном диване, на пособии, и потом уезжайте в Украину. У нас таких целей и размышлений нету, мы хотим здесь остаться, да, кинуть здесь якорь и в будущем, конечно же, стать ирландцами. Всегда на связи.